Всем привет, с вами Кирилл. Решил я все-таки записывать небольшие подкасты по 10 минут каждую пятницу. Будут выходить подкасты теперь. Буду загружать через автопостинг, так что добро пожаловать на мой канал. Можете подписываться, можете комментировать, можете не комментировать, можете не смотреть. Исключительно ваш выбор. Давайте сегодня тогда расскажем про структуру бизнеса, про структуру, как зарабатывать деньги. Всеми любимая надоедливая тема. Существует, наверное, всего лишь, пожалуй, три, так скажем, касты, назовем их. Первая каста, давайте определимся сначала. Первая каста – это человек, создатель мифа. Вторая каста – обычные предприниматели. Третья каста – наемные рабочие. Что ж, давайте пойдем тогда с первой, с создателя мифа. Создатель мифа – это человек, который создает смысл. То есть он изначально создает определенный какой-то смысл. К примеру, люди должны жить на Марсе, должно быть лекарство от эпилепсии, должен быть симбиоз с искусственным интеллектом. То есть вот любой определенный какой-то заложенный миф. То есть какая-то абстрактная идея, вот люди должны жить на Марсе. То есть с таким смыслом, с таким мифом, с такой заложенной идеей создается миф определенный. То есть он пока живет только у человека в голове. Он может быть правдой, может быть неправдой, абсолютно без разницы. То есть и идея эта развивается. То есть она развивается, идет, копается изначально, то есть человеком, кто изначально создал этот миф. То есть, к примеру, возьмем всем известную форму Илона Маска. То есть Илон Маск определил миф, человек должен жить на Марсе. То есть абстрактная идея. Это может не получиться, это вообще какая-то сказка и так далее, и так далее. Но в чем самая главная суть? Самая главная суть в том, чтобы в него поверили. То есть самая главная суть, чтобы в него поверили. Для чего это делается? Делается это только для одной простой причины, чтобы создать рынок. То есть как создается рынок? Рынок создается только исключительно, если есть миф. То есть без мифа не будет никакого рынка. Рынок существует там, где существует миф. Если есть миф, абстрактная какая-то идея, существует смысл, существует рынок, существуют предприниматели, существуют наемные рабочие, существуют деньги, существует власть, существует влияние. То есть изначально любая структура идет от создания мифа. Этим и занимаются люди, которые принадлежат касте создателей мифа. Вы их всех знаете, это Дуров, это Маск, это Джобс и так далее. То есть Дуров – абстрактная идея о том, что должна быть свобода в социальных сетях. Хотя по факту ее не существует у Дурова. То есть вся свобода Дурова – это свобода от того, что ваши сообщения не прочитают ФСБ. Все. По факту, то есть у него как структура Телеграма заложена. Телеграм – это полностью централизованная система. Централизованная система – это та система, которая зависит от какого-то центра. То есть есть определенный центр. В данном случае это инфраструктура Дурова. То есть все сервера, весь код проекта, все только в команде Дурова. То есть вот центр. Если система централизованная, то есть по своей сути централизованная система не может быть свободой никакой. Там, где есть центр, там никакой свободы нет, соответственно. То есть, поэтому миф может быть правдой, может быть неправдой, это абсолютно без разницы. То есть, в данном случае это просто обычный миф, в который люди должны поверить. И, как сказал один человек,
всем известный, если повторить идею 1000 раз, одну и ту же идею, то любая идея становится правдой, потому что она повторена очень много раз. То есть человеку внушают: Телеграм свобода, Телеграм свобода, Телеграм свобода, Телеграм свобода, Телеграм свобода. Он как бы не хотел, он все равно уже поверит в это. То есть, если он поверил в это, создается рынок. Если создался рынок, пришли предприниматели, то есть там инфобиз, к примеру. Если пришли предприниматели, значит пришли наемные рабочие, значит кто-то будет работать на инфобиз, то есть на человека, кто создает какой-то там абстрактный канал с какой-то информацией. То есть вот, получается, таким боком работает инфраструктура любого бизнеса, любой системы. Определились с тем, кто такой создатель мифа. Дальше идет человек-предприниматель. То есть предприниматель, он думает только в рамках прибыли. То есть это ключевая ошибка предпринимателей. Определимся чуть позже, почему это ошибка. Предприниматель идет на рынок. Он не умеет создавать рынок. Он и не знает, как создавать рынок. Он от слова совсем не понимает, как создается рынок и как уничтожается рынок. Опять же. То есть он думает только в рамках прибыли. Что мне нужно запустить, чтобы пришли клиенты, где взять клиентов, где взять спрос, как масштабироваться. То есть все заложено на том, чтобы принести прибыль в себе в карман и людям. Предприниматель делает, по сути, только, во-первых, он, естественно, то есть ищет спрос, то есть на этот спрос создает какой-то продукт, под этот продукт, то есть уже приходят юзеры. Юзеры потребляют, продукт, получается, получают, идет прибыль. Либо можно, получается, зачастую это происходит таким образом. Предприниматель берет чужой труд наемных рабочих, то есть люди сами по себе не ценят себя, то есть свой труд, они не понимают, то есть свою ценность себя, поэтому им легче, получается, продать свою ценность, потому что он не понимает себя, другим. Они продают это предпринимателям. Предпринимателям берет их ценность к себе в кармашек, берет, к примеру, наемный рабочий программист. То есть программист не может, не ценит свою ценность, он ее продает. То есть он продает ее за иллюзию стабильности и за иллюзию безопасности, два ключевых фактора. Он берет их труд и продает чуть подороже. Таким боком, получается, он часть отдает наемному специалисту, часть отдает на привлечение, то есть клиентов, чтобы получать спрос с этого клиента, чтобы получать спрос на продукт, и зарабатывает определенную, то есть маржу. Маржу идет в карман, на реинвест, на карман там, и так далее, так далее, так далее. Предприниматель думает, что деньги – это и есть топливо. То есть у предпринимателя деньги, прибыль – это топливо. Без них он сделать ничего не может. Это ошибка, потому что он завязан жестко на прибыли. То есть он ничего не может сделать без рынка. Рынка нет, он уже не может ничего сделать. Он не может условно создать вот так вот абстрактную идею. Люди должны жить на Марсе, и все. И создавать рынок. Он не может делать без денег. Если он разорился, если он попал в кредиты, он не сможет дальше ничего сделать. То есть он завязан на деньгах, жестко завязан на деньгах. И думает только в рамках деньгах. Потому что он не умеет создавать из пустоты какую-то инфраструктуру. Это его самая главная ошибка. Дальше идем к наемным рабочим. Наемные рабочие по своей сути, получается, они не ценят себя в первую очередь, то есть они не понимают свои навыки, они не понимают, кто они такие, они не понимают ничего, они боятся свободы как таковой, они боятся ответственности брать на себя в свои руки свою собственную жизнь. То есть они всего этого боятся.
И они отдают все это другим людям. То есть человек не умеет зарабатывать свои собственные деньги не потому, что он какой-то плохой или не потому, что он не умеет зарабатывать деньги, а просто потому, что он не ценит себя. Он не ценит себя, не знает свою ценность, не умеет брать ответственность за свои ошибки, не умеет брать ответственность за свои провалы, ничего этого не умеет, не может, боится, много страхов. А основные факторы – это страхи. Соответственно, он перекладывает это все, всю свою собственную жизнь на другого человека. И таким боком за это ему дают, то есть, иллюзию безопасности и стабильности. То есть это ключевой фактор наемного специалиста. Неважно, наемный специалист будет получать 10 тысяч долларов или 20 тысяч долларов, он все равно наемный специалист, и он все равно будет нищим. А нищим он будет, потому что он не умеет думать как предприниматель. Он думает только в рамках наемного рабочего. Поясню. То есть наемный рабочий думает в своих знаниях вот только в рамках наемных рабочих. То есть, вот, к примеру, то есть я общался с человеком, прошу прощения, я общался с человеком и сказал, что я предприниматель, то есть беру чужой труд и продаю его, беру за это маржу. Человек думает, что, ну, значит, я HR, то есть он, то есть, не увидел того, что я привлекаю трафик, не увидел того, что я что-то создаю, какую-то инфраструктуру, ничего всего этого вообще не увидел. Он увидел только то, что я беру специалистов, то есть ищу специалистов. Хотя это вообще не я делаю, а и делает моя команда. То есть, и подумал, что я HR. Он мыслит только в рамках, получается, специальностей. Он думает только вот, если ты ищешь специалистов, значит ты HR. Если ты привлекаешь трафик, значит ты маркетолог. Если ты делаешь это, значит ты разработчик. Если ты делаешь это, значит ты там тот. То есть он жестко заточен под рамки, то есть определенные рамки. У него есть рамки своих знаний, и он дальше этих знаний не может выйти. То есть взять специалиста-разработчика условного какого-то и спросить, почему, к примеру, ты не качаешь маркетинг, то есть маркетинговую часть, это противоположная абсолютно, то есть обратная сторона медали, так скажем. Он, скорее всего, ответит, потому что мне это не интересно. Хотя ему это не интересно, а он просто боится выйти из своих рамок знаний. Он думает, что мне нравится разработка, хотя его любовь к разработке давным-давным ушло, потому что любовь к разработке заканчивается тогда, когда ты получаешь за это деньги, когда ты ходишь каждый божий день на работу, ты ходишь на работу, выполняешь труд, получаешь за это деньги, и так бесконечно. Труд, пряник, труд, пряник, труд, пряник, труд, пряник. Он ненавидит свою собственную жизнь, но боится признать этого. То есть он боится выйти за рамки своей собственной жизни, к сожалению. И у большинства наемных рабочих это так. То есть они боятся. Они, если знают даже, допустим, о своих проблемах, то они боятся решить, пойти решать эти проблемы. Но вот когда-нибудь там вот эта проблема на меня долбанет, тогда я буду решать эту проблему. Но до тех пор я буду жить в своей собственной жизни. То есть получается вот такая вот полная структура, так скажем, каст бизнеса, кто чем занимается. То есть от предпринимателей, как создается рынок, точнее от создателей мифа, как создается рынок, до предпринимателей, кто по сути приносит прибыль для рынка, для создателей мифа. То есть не Дуров условный получает деньги и зарабатывает деньги, а предприниматели зарабатывают для него деньги. Если что, Telegram окупился только, по-моему, в 2024 году, хотя он создавался с 2013, по-моему, года. То есть
и он все еще не окупился на данный момент, то есть денег вложено гораздо больше, чем получено, потому что предприниматели приносят деньги, а не сам создатель миф. Создатель миф только создает, получается, рынок. Он создал рынок, но он не работает в этом рынке, он просто создал рынок. А как же тогда, получается, уничтожить рынок? То есть таким же способом есть множество разных рынков, которых мы не будем озвучивать это здесь, но они всем известны, то есть запрещенные вещества. И рынки эти есть, хоть ты запрещай продажу товара, хоть разрешай продажу товара, эти рынки все равно есть. Чтобы разрушить рынок, то есть нужно разрушить сам миф созданный. А вот это уже сделать очень сложно. Поэтому рынок живет очень долго. Поэтому вот так вот. То есть на сегодня подкаст закончен. Увидимся в следующую пятницу. Всем пока.